Друзья, я под большим впечатлением от мастер-класса, от международного пленэра, в котором я участвовала на Ольхоне. Этот пленэр организовала директор галереи «Диас» в Иркутске Диана Салацкая. Я хочу вам ее представить. Я живу в прекрасном месте, в городе Иркутске, в котором очень много красивых мест, храмы, улицы, прекрасная река Ангара и, конечно, легендарное озеро Байкал. Моя галерея существует уже более 10 лет. И мы занимаемся как выставочной деятельностью, так и пленэрной деятельностью. И я очень люблю пленэры, потому что именно на них мы видим то самое волшебство, которое вы создаете для нас, для зрителя, для ценителя искусства, для покупателя, конечно. Наши пленэры мы проводим уже тоже очень много лет, уже больше 10 лет. Приезжаем в самые красивые места Байкала. Мы ездим в Тункинскую долину, в Бурятию. И я, конечно, приглашаю вас, уважаемые художники, к нам, чтобы вы увидели и запечатлели в своих произведениях красоту нашего края. Очень многие известные художники побывали у нас. Не так давно, только что буквально у нас был Вячеслав Короленков, которого вы прекрасно знаете. И я уверена, что Славу красота нашего Байкала тоже впечатлила, пленила, заполонила, потому что я видела картины, которые он написал, и уверяю вас, это настоящее произведение искусства. Байкал вдохновляет всех и каждого. Мы проводим пленэры очень профессионально, стараемся сделать все, чтобы художникам было комфортно, вкусно кормим, что тоже важно, везде возим, показываем то, что вы должны увидеть, то, что вас действительно наполнит вот тем самым зарядом бодрости, искусства, то, что позволит вам, может быть, даже долгие годы создавать прекрасные произведения искусства. Буду очень рада видеть вас в наших друзьях. С уважением, ваша Диана Салацкая. От себя добавлю, друзья, что такого тепла, такого сердечного отношения к художникам я давно не встречал. Это поистине какое-то подвижничество. Это человек с большим вкусом, прилагающий все свои силы для того, чтобы искусство расцвело на нашей земле. Я надеюсь на долгое сотрудничество с этой галереей, с Дианой. Оставил там работы 50 на 70 и 60 на 90. 6 работ всего. Вы можете их посмотреть в этой галерее в Иркутске. Николай Полищук. Конечно, не часто встречается теория здравого смысла в теории теплохолодности теней и задне-переднего вопроса. Даже одна монолитная тень от одного предмета может в разных местах иметь разные оттенки. И для этого есть множество причин. Ну, конечно, это мир взаимовлияний. На предмет, например, на руку, падают различные... Она рефлексирует, отражает свет. Например, здесь был бы синий, она синий отражала. Здесь был бы красный, она красный будет отражать. Здесь зеленый, здесь зеленый. То есть смотрите, что посылает этот именно цвет на эту поверхность. Что вокруг. Тогда форма, например, нос. Вот у него площадка есть одна. Что там? Небо на него посылает, если наверху небо. Вторая площадка. Что-то посылает. То, что здесь. Там тоже небо с правой стороны. Холодное. Что посылает отсюда? На эту площадку. На эту площадку. Например, здесь что тут? Плещется что-нибудь. Зеленая жижа, например. Я не знаю. Медный купорос. Он отражает сюда, вот зеленый будет. Или у вас, например, красный сарафан. Значит, красное снизу будет. То есть все поверхности, форма отражают, абсолютно причины есть, отражают то, что на них светит. Тот цвет. Мне показалось, что самое сложное – это найти такого коуча, который правильно вычислит то, чего ты пока не видишь. А поэтому и не знаешь. А еще сложнее найти того, кто научит эту рыбку ловить самостоятельно. Ведь сие дело не терпит штампов. Все всегда по-разному. Это все Николай Полищук вопрошает. Просто комментарий такой. Хотя найти коуча, вопрос. Надо, как это? Сердцем выбирать, Николай, как жену.
Если, например, ёкнуло что-нибудь, замкнулось там, плюс на минус, вот короткое замыкание сделалось, искрит, если чисто, пирожки с капустой вечером, а приходишь домой, там ничего нет, пыльно, пусто, холодно в постели. Конечно, пирожки, конечно, ты пойдешь туда, где тебя накормят, где тепло, печка растоплена. Так и здесь. Смотрите на коуча с точки зрения того, какие у него картины. Нравится ли вам его живопись, этого коуча. Даже если он, например, плохо говорит, пишет только, спросишь, а он ничего. Есть такие, я встречал, пишет великолепно, но ничего не можешь объяснить. Он не может объяснить. Годы проходят, ты просто смотришь тупо, как из обычного сюжета рождается шедевр, а спросишь, ничего, вообще ноль. Но Фешин считал так, что он английского не знал, но проводил все время мастер-классы, у него ученики были. Он считал так, что ученики, глядя на то, как работает преподаватель, художник, мастер, им перекидывается, может перекинуться быстрее, они поймут быстрее, как все устроено. Наверное, он что-то там говорил, я не знаю, white, например, black, too dark, too light. В общем, что-нибудь, я думаю, он говорил. А этого достаточно, на самом деле. Если человек умеет писать и еще умеет объяснить, что вообще делается на холсте, и откуда берется тот или иной цвет, как пишется форма, рисуется, это вообще классно. Если нравится то, как я это делаю, заходите в школу, в конце концов, приезжайте на классы. Будем грызть этот гранит науки вместе. Онлайн-школа есть, уроки есть. Начинайте с чего-нибудь. 1, 13, 28 основа, а дальше интуитивно, что вам там нравится. Натюрморт, пейзаж, разные темы, разные задачи. В каждой работе, в каждом уроке какие-то есть нюансы. Там бывает одно слово прозвучит очень важно, и оно изменит ваше понимание живописи. И будете эту рыбку ловить самостоятельно, например, омуль. Я первый раз кушал омуля сейчас на Байкале. Меня Володя Жигалов угостил. Он шел, говорит, иду, Байкал, улица широкая, один человек на пустой улице. Уже класс кончился, я писал этюд, работает. Дал мне судочек с 2 омулями. Такой вкусный, ух. И будете ловить на лодочке. Там только на удочку сейчас можно, на Ольхоне разрешается омуля ловить. Раньше ловили сетями, а поскольку не ловят уже, там рыбозавод закрыли, все вообще там. Я проехал на велосипеде и посмотрел, как все это выглядит. Сейчас вам покажу, посмотрите. Так вот, закрыли омуль, которого перестали ловить, в таких каких-то масштабах продажных на рынке, да, может быть, даже в производственных, разжирел, увеличился, его уже не вытянешь удочкой. В общем, говорят, что большие сейчас стали омуля, такие прям как киты. Так что давайте сейчас с вами прогуляемся немножко по Ольхону. Это поселок Хужир. Безасфальтовый, конечно, песочек. Дождей там практически не бывает. Почти 350 дней в году солнечных. Ветра. Но не всегда. Ноябрь, февраль ветра. Сейчас тоже были промежутками. А зимой надо ехать на Ольхон смотреть лед. Там прозрачный разных цветов лед и наплески на скалах. Так что давайте собираться, друзья, покупать билеты. Поедем льды смотреть зимой.